Не все так однозначно. Санкции, антисанкции. Дела-то ухудшаются, вот на самом деле. Ройте погреба. Товаров нет. Запрет на повышение цен. Опа! Когда же это кончится? Не кончится. Приготовьтесь на 10 лет плюс. Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Сегодня я снова расскажу о самых важных новостях недели. В конце этого выпуска будет специальная новость от меня. Обязательно досмотрите до конца. Ну а начинаю я с хороших новостей из зоопарка. По многочисленным вашим просьбам я решил восстановить эту рубрику. Московский зоопарк потратит 20 миллионов рублей на покупку дружелюбного моржа. В общем так, на сайте госзакупок появилась документация, что зоопарк хочет купить моржа в возрасте от 7 до 9 лет и весом от 600 до 800 килограмм. И продавец должен будет в течение 45 дней поставить этого моржа. И новый морж этот будет жить не где-то там, на задворках, нет, а в павильоне «Ластоногие». Трехэтажное здание с комплексом из 5 бассейнов, технических и служебных помещений. И у меня есть версия, почему этого моржа назвали дружелюбный. Я думаю, каждый бы из нас, если бы жил бы в трехэтажном здании, в комплексе, значит, из 5 бассейнов и так далее, куча прислуги и так далее, был бы дружелюбный. Если у тебя есть своя версия вот этого названия, пожалуйста, напиши мне в комментарии. Достаточно будничная новость. Евросоюз принял 8-й пакет санкций в отношении России. Итак, этот пакет санкций закладывает базу для ограничений цен на российскую нефть. Видимо, мало не покажется, когда пойдут сами ограничения. А что еще есть в этом пакете? Ну вот есть, например, санкции против 30 физических и 7 юридических лиц России. В частности, в список попали физические лица. Вот если вы окажетесь в этом списке, ну, сожалею, Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Элла Памфилова, Александр Дугин, первый замминистра обороны Руслан Цаликов, замминистра обороны Юнусбек Евкуров. И, видимо, другие лица, здесь список не полный, но вы сами с ним можете ознакомиться. Запрет на IT-услуги и юридические услуги российским организациям, запрет на обслуживание криптовалютных кошельков и счетов россиян и резидентов России. Ну и небольшое утешение для тех, кто очень испугался. Вот ТАСС, например, сообщает сегодня дополнение к 8-му пакету такие, что ЕС допустил исключение из режима ограничений цены на российскую нефть, если это важно для энергобезопасности конкретной страны. Что это значит? Ну это значит, что, например, если какая-то страна, ну, например, Болгария, вообще, никак ей без российской нефти, то для нее ЕС сделает исключение, туда вот пойдет российская нефть, и какое-то количество российской нефти по, видимо, большой цене может пройти в Болгарии. Ну, это не сильно изменит общую картину по экспортной выручке для России, но, тем не менее, это приятно. И ЕС считает, что суммарный ущерб России от этого пакета санкций составит 7 миллиардов евро. Все говорят, да, мы уже привыкли с этими санкциями, знаете, не все санкции еще вступили в строй, что называется, у них у всех отсроченное действие, многие в январе, феврале, поэтому в 2023 году будет самый большой эффект от этих санкций. Поэтому на самом деле я ничего хорошего не жду. Здесь я так скажу, каждый новый пакет — это необходимость наша, отложить в погреб запасы, какие-нибудь новые заначки, потому что дела-то ухудшаются вот на самом деле. Поэтому, а погреб-то уже заполнен, уже складывать некуда. Поэтому, скорее всего, я приму решение и вырую рядом еще один погреб, чтобы заначку увеличивать. Поэтому, ребята, и вам того же советую, у кого еще есть силы, ройте погреба, складывайте картошку, моркошку, все это. Вот эта санкционная зима будет долгой, и нам всем следует готовиться вот такой затяжной вот этой вот кризисной истории. Поэтому делайте запасы, повышайте свою квалификацию, переходите на более оплачиваемую работу, держитесь друг друга, то есть готовьтесь, то есть дышите медленно, не тратьте кислород, то есть на самом деле примите упреждающие меры на то, чтобы пережить эту экономическую зиму. Зима будет долгой, это правда. Но мы не умрем, мы, как всегда, выживем, ведь мы чемпионы мира по выживанию. Россия считает комфортной цену за нефть $70 за баррель или баррель, это в зависимости от того, вы нефтяник или нормальный человек, заявил вице-премьер Александр Новак. В общем, бюджет России сверстан именно из этих параметров. $70
Вот. И Новак добавил, что после решения ОПЕК+ о сокращении добычи, да, вот по сравнению с 2022 годом, например, 530 миллионов Россия добыла, в 2023 добыча в России составит, скорее всего, 490 миллионов тонн нефти. Это много. Значит, Россия все-таки ожидает эту нефть куда-то отправить и получить за нее, вот, соответственно, выручку. Ведь 490 миллионов тонн для внутреннего рынка это точно многовато. Но здесь уместно сказать следующее, что в нормальной, конечно, бы ситуации вот это вот инфоброс о сокращении добычи, все это бы привело к тому, что цены бы, ну, поддержались бы на этом уровне и, может быть, даже росли. Вопрос, как будут цены вести себя сейчас? Сможет ли Россия куда-то отправлять нефть по большой цене? Или все-таки России придется отправлять там часть или, может быть, существенную часть нефти вот по этим ограниченным ценам на нефть? Вот представляете себе, да, вроде рынок. Какой рынок? То есть рынок, но ты отправляешь в рынок по некой цене не свободного рынка, а предписанной тебе каким-то там, я не знаю, гегемоном или кем-то и так далее. Вот поэтому мир действительно, ну, пришел в какую-то точку, что говорить о том, что вот идет свободный обмен товарами, не приходится. Просто сейчас идет какая-то вот такая военное геополитическое противостояние, и что на фоне этого все еще совершаются торговые операции, вот это очень удивительно. То есть вот этот глобальный мир, да, так связан, перевязан, да, что страны, видите, никак не могут перейти к тотальной изоляции, это, ну, обрушает экономики и так далее, это очень небывалая форма, то есть ранее при любых военных действиях все прекращалось, все, и страны начинали воевать, а сейчас вы знаете, что происходит. Газ продолжает как-то там поставляться, там нефть куда-то идет, вообще ничего не понятно, и вот в этой всей непонятности тот, кто пытается разобраться, а что же происходит, он постоянно находится в стрессе. Глотает антидепрессанты, бухает, курит и так далее, и говорит, когда же это кончится? Не кончится, не кончится. Мир вошел в фазу вот такой вот гигантской турбуленции. Приготовьтесь на 10 лет плюс, скорее всего, даже 20 лет мир будет находиться вот в таком состоянии. Поэтому рассчитайте свои силы и рассчитайте свою уверенность добраться до того момента, когда расцветут сады. И в подтверждении того, что не все так однозначно, вот еще одна вам новость. ЕС исключил алмазодобывающую компанию Алроса из 8-го пакета санкций. То есть пошли антисанкции. Вот санкции, да, антисанкции тогда. В общем, суть. В Бельгии расположена самая большая алмазная биржа. Очень много людей задействованы в Бельгии на обработке алмазов, на торговле и так далее. И вот Евросоюз не хочет терять деньги, а потому они добились там внутри себя, вот пролоббировали, чтобы Алроса исключили, чтобы Алроса, алмазная компания из России, да, могла поставлять в Бельгию алмазы. Конечно, на фоне этого акции Алроса выросли, а у меня в пакете было некоторое количество акций Алроса, и я с таким очень, ну, трепетом наблюдал, как они падали, думал продать, что ли, чтобы вот уйти от этого мучения. Кстати, вот нельзя никогда продавать, когда акции падают, надо дождаться, пока они вырастут. И вот сегодня я глянул на лист, и акции взметнулись вверх. Вот видите, как важно не поддаваться и не продавать на панике, фиксируя убыток. Ну, правда, они взметнулись всего вверх на 5%, а упали на 30%, но я все равно рад. Потому что даже такие маленькие радости, они вселяют вот какое-то вот такое вот, ну, дыхание свежести и все-таки ощущение, что не все пропало. Турция предложила России использовать в Турции собственную систему платежей Трой вместо карт МИР. Ранее сообщалось, что карта МИР будет приниматься там в Турции, Вьетнаме и в многих там странах, но вот оказалось, что из-за страха вторичных санкций турки, вьетнамцы и так далее, к сожалению, все поотключали карту МИР. Даже в Казахстане отключили карту МИР. То есть мало осталось мест, где можно расплатиться картой МИР. Вот. Но ушлые предприниматели и финансовые власти, конечно же, находят обходные пути, и вот, в частности, турки не хотят терять, конечно же, платежи из России, ну, платежи россиян, которые приезжают в Турцию и придумывают срочно, а что можно сделать, а что можно сделать? Ну, какую-то платежную систему интегрировать, чтобы деньги с карты МИР могли перетекать на другую платежную систему, а эта платежная система работала. Вот, в частности, турки предложили систему Трой. И я думаю, это очень важно сейчас искать, какие альтернативные способы, как платить, потому что вот, например, в Чехии UnionPay карты отказываются банки принимать, да, это
Было очень много надежд на китайскую платежную систему UnionPay. Ну вот тоже начались проблемы, да. В Испании начались проблемы, да, по всем, кстати, картам китайской платежной системы. То есть на самом деле мир финансовый вдруг резко стал вот таким вот, как пересеченная местность. Теперь вообще непонятно. Вроде раньше работало, сейчас перестает работать. Вот. Поэтому сегодня при отправлении за рубеж или куда-то, ну, наверное, нужно иметь несколько альтернативных способов и еще главный альтернативный способ — котлету кэша. Вот. Ну, собственно, я так пытаюсь сделать и вам того советую, да, ну это глупо, да, вроде как наличествуют деньги там на счету, оказаться в какой-то стране без возможности снять деньги с карты. Поэтому либо просто тупо не ездите никуда, либо имейте с собой кэш. Рекомендация лучших собаководов. Белоруссия получит от России кредит на $1,5 миллиарда. Деньги страна потратит на реализацию проектов по импортозамещению и развитию соответствующих производств. Ну, в общем, каждый год, где-то осенью, проходят вот такие сообщения. Очередной кредит от России получает Беларусь. И неважно там, какая цель заявлена вот в этом кредите, там, на импортозамещение и так далее. Так устроены финансы, что если Россия перестанет компенсировать дефицит, значит, валюты Беларуси, то в Беларуси начнутся проблемы, и страны договорились просто, что Россия будет поддерживать. А уж как-то там называется этот кредит, собственно, не важно. Важно, что Россия и Белоруссия пока вот интегрируют свои там как-то финансы, пытаются держаться вместе. Ну что тут отметить? Президент Лукашенко очень умело договаривается с Россией на очередное продление кредитов или выдачу новых. А углубление взаимозависимости российской и белорусской экономики все продолжается. Я не знаю, плохо это, хорошо, но важно, что здесь какой-то элемент хотя бы стабильности есть. Сегодня Белоруссия просто щедра на новости, и вот еще одна новость из Беларуси. Итак, 6 октября в Беларуси вводят запрет на повышение цен. Такое решение приняли по итогам совещания экономического блока правительства и Александра Лукашенко. Давайте так, я лучше зачитаю, потому что вот я хочу быть предельно точным. Итак, с 6 числа запрещается всякий рост цен. Запрещается с сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то. Какие-то расчеты, перерасчеты. А еще он добавил, что и себя накормить, и продать, и заработать, и это вопрос жизни и смерти. Ну, вообще, практика приказного ограничения роста цен, ну, известно к чему приводит. Дело в том, что невозможность рыночных игроков или квазирыночных, да, закупить сырье для воспроизводства, да, ну, вы знаете, да, если цены ограничить, да, ну окей, а на что сырье покупать, да? У тебя же нет подпиток, никаких там кредитов, субсидий и так далее. Ну, потом предприятия просто встают, и товаров нет, то есть дефицит возникает. Ну, в общем, практика ограничений цен активно применялась в поздних веках Советского Союза. И примерно известно, к чему это привело. Ну, товаров не было, услуг не было, потому что вот способность воспроизводить, закупать сырье и так далее есть только тогда, когда, ну, некая цена обоснованная. А если ты получаешь низкую цену, ты не можешь сырье купить, и вот, цикл прерывается, да. Поэтому, скорее всего, Белоруссия встает на путь уже не квазирыночной экономики, а экономики с таким государственным регулированием. Вот, например, вот эта рабочая группа, куда вошли профсоюзы, депутаты, сенаторы, Белстат, да, ее задача вот начать, наверное, эмулировать что-то типа там Госплан, что ли, ну, какой-то орган, который будет распределять, наделять и так далее, ну, регулировать, потому что иных способов как бы нет. Рынок — это взаимная подстройка рыночных игроков на основе, ну, такого самовоспроизводства. А когда есть некий центр, который регулирует, куда пойдут товары, какие там нет, кого надо субсидии дать там государственные и так далее, это такая вот, ну, экономика, как было в Советском Союзе. Так тоже можно работать, но обычно эта история, ну, заканчивается тем, что прежде всего профинансированные отрасли, которые, ну, приоритетные для государства и так далее, а другие отрасли, они, ну, там, недофинансированы хронически. Вот, например, в Советском Союзе вообще практически было очень мало потребительских товаров. Было очень много станков, оборудования, там,
танков, там, что там, ракет, там, ну, короче, все промышленное, промышленного оборудования было много и так далее, а потребительских товаров было очень мало. То есть на самом деле на потребительские товары приходилось там не более 30% экономики Советского Союза, или даже меньше в какие-то времена. Это было очень мало. Вот как сейчас будет в Беларуси, не знаю, но сообщение свидетельствует о том, что, скорее всего, Белоруссия ищет какой-то третий путь. Буду держать вас в курсе. Дело в том, что у нас завод в Беларуси, и, конечно же, меня все это волнует. И главное, что во всем этом меня интересует, чтобы была такая некая преемственность, последовательность, стабильность, чтобы в конце концов законы, если и меняются, то было время для адаптирования, чтобы можно было успеть сохранить рабочие места, перепрофилировать или как-то переложиться, чтобы, грубо говоря, это каких-то там социальных потрясений не случилось. Я надеюсь на это. И вот очень противоречивая новость, я вас прошу написать мне в комментарии, что вообще вы думаете про эту новость. Итак, бывшие школьные хулиганы зарабатывают больше примерных учеников. Опа! Ребята, все хулиганы сейчас такие говорят: а что мы говорили, все, учебу там взад, пойдем там гулять. Короче, в ходе опроса порталом Суперджоп выяснилось, что россияне с доходом от 80 тысяч рублей хулиганили в школе чаще, чем те, кто зарабатывают сейчас меньше. Я, в частности, подтверждаю это. Я в школе был одним из самых лучших хулиганов. Да. Правда, я при этом еще на Олимпиады ходил и так далее, но хулиганил я тоже прилично. Но сейчас все там, кто отличник, вздрогнули там: а что же мы будем делать? Ребята, спокойно. В общем, хулиганить, не хулиганить, хулиганы — это более подвижные люди, это те, кто отрабатывал, да, изменение правил, развитие правил, установление своих правил. Именно поэтому во взрослой жизни, да, им везет больше, им успех способствует больше. То есть они более адаптивны к изменяющимся условиям. И вот, например, в условиях вот этой турбуленции и кризиса, который сейчас идет, экономический, там, геополитический и так далее, именно те, кто готов к диалогу с реальностью на равных, у них лучше получается. Вот. Наверное, вы на себе чувствуете, кто немножко зажат в своих действиях. Вот и все. Потому я хотел бы вас всех пригласить на программу «Начни с себя», чтобы те, кто сейчас испытывает какое-то напряжение в понимании реальности, в использовании ситуации к своей выгоде, прокачали свои возможности и были, чувствовали себя комфортно. То есть реально тот, кто уперся в потолок, тот преодолеет этот потолок. Тот, у кого нет соответствующей оснастки, необходимой здесь и сейчас, получит ее, да? Поэтому приходи на программу «Начни с себя». Программа длится 7 дней. Ты находишься в кругу предпринимателей, у которых доход более 1 000 000 рублей. А ты знаешь, если ты находишься в окружении 5 тех, кто зарабатывает 1 000 000, ты становишься 6-м. Вот и все. Поэтому 4 шага, и результат ты получаешь за 7 дней. С тобой случаются необратимые изменения, поэтому не пропусти. Начни с себя, новая программа, ссылка будет под этим видео. И, как обещал, последняя новость специальная, от меня лично. В общем, это даже не новость, а наблюдение. Вот последние 3 недели мне постоянно в личку и везде присылают ссылки на некоторые расследования про меня. Причем расследования не про бизнес, про семью, какой-то экономика, да, а расследования про мое музыкальное творчество. Про то, что, мол, миллиардер, который купил русский рэп, это я, есть тот самый богатый рэпер России. В общем, я не знаю, что происходит, кто до моей творческой деятельности. Я действительно записываю альбомы. Я действительно своим ученикам вместо прочтения каких-то нудных материалов иногда даю послушать свои треки. Говорю: слушай, вот этот трек 1,5-минутный послушай, это лучше, чем читать какую-то статью и так далее. Вот. Но кто до моего творчества, я не знаю. Те, кто делает расследование и думают, что меня это задевает, я хочу вам сообщить: продолжайте делать свои расследования. Я даже ссылки буду здесь размещать, то есть присылайте мне свои расследования, я буду размещать под своими видео на YouTube-канале ваши ссылки. Мне нравится узнавать про себя что-то новое. Я оставлю здесь ссылку, пройдите, сами все посмотрите, напишите этому расследователю какие-то слова. Потому что я хочу, чтобы все-таки вы поддержали меня, если реально считаете это несправедливо, так заходить в чужой огород и начать в нем ковыряться. Я хочу сейчас сказать тем, кто, в общем-то, интересуется, зачем все это мне, записывать альбомы, делать музыкальные треки. Я скажу просто: я просто не могу этого не делать. Мне кажется, что я таким образом размножаю хорошее.
да? Ну, чтобы плохому места просто не осталось. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.